Вы когда-нибудь мечтали отправиться в путешествие по реке? На байдарке, на плоту, на лодке, да на чем угодно. И если по какой-то причине вам все еще не удалось это осуществить, представьте, как бы это выглядело. В этом фильме мы расскажем историю, как это получилось у нас. Надеемся, вы хорошо проведете время, а быть может, захотите отправиться в свое путешествие. Мы приехали на место старта, ну и по традиции начинаем поход со спуска лодки. Это та еще задачка. Она требует сноровки, а порой и смекалки. Вот как здесь, например. Подъехать близко к воде мы не можем, есть риск застрять в песке. Поэтому скатываем прицеп с лодкой на веревке и ура, лодка на воде. А начинается наш путь в Мордовии, в селе Тенгушево на пляже. Кстати, еще недавно на этом месте были заросли кустов, а теперь это точка притяжения и отдыха местных жителей. Радует, что река здесь не брошена и у нее снова есть хозяин. Всем привет, это канал Двое в лодке, и мы наконец-то отправляемся в наше следующее путешествие по реке Мокше. Наша точка старта – это пляж, село Тенгушево. Заводим мотор и поехали! Отходим от берега, аккуратно и не торопясь мы двигаемся по реке. А вот впереди нас встречает первый автомобильный мост. Кстати, в тот момент, когда мы проходили под мостом, наверху остановилось много машин. Подойдя поближе, мы поняли, что это свадьба. Люди фотографировались на мосту на фоне живописных речных пейзажей. Что ж, совет да любовь, как говорится. Сразу за мостом находится большой остров. Мы решили остановиться около него и зашли в небольшую протоку, которая оказалась довольно мелкой. Так наши приключения уже начинаются. Мы зашли в такую небольшую речушку или затон. Это не затон, это протока. То есть она, скорее всего, там дальше соединяется. Просто и сели на мель сразу же. И чтобы не мучиться сейчас с мелководным режимом, я лучше сделаю так. Да, водичка прохладная. В принципе, после суры это уже привычно дело-то. И вот там, кстати, такой узкий промежуток, через который нам надо выйти обратно. Или можем так, в принципе. Лоцман. Да. Правее бери, правее. Так, ну, в принципе, я могу уже загружаться. Сейчас будем выходить, сейчас там покажи. Вот такое узкое место. Кстати, там наверху, на мосту, сейчас свадьба. Гуляют, празднуют, бибикают им всем. Классно. Да, здесь сейчас очень мелкое место будет. Вот. Ой! Кажется, вот оно. Да. Надо было там обходить, наверное. Капитан, у нас проблема. Да. Мы снова сели на мель. И снова Зашечка Лоцман. Давай. Ух ты. А здесь глубоко, наверное, да? Здесь, да, придется с носа выходить. Мы вот там шли маленечко, туда если. Ага. Там явно поглубже.
Влетели так хорошенечко. Здесь нормальная глубина. По крайней мере, лодка пройдет. Потихоньку выходим из протоки, мы немного отдохнули, попили кофе, уложили вещи, а также скорректировали свои планы. Теперь можно отправляться дальше в путь. Да, кстати, надо попрощаться со свадьбой. Когда еще такое увидим? Пока, свадьба, пока. Мчим по реке, наблюдаем ее спокойную гладь. Глубины пока радуют, но нужно аккуратно всматриваться в воду, не притаились ли где-нибудь коряги. Не хотелось бы с ними встретиться на полном ходу. По берегам сразу же встречаются рыбаки. Места пока довольно людные, а нам совсем немного нужно пройти до первого интересного места. Мы сейчас проходим около села Нароватово. И, кстати, здесь была раньше ГЭС. То ли она построена была, то ли нет. Старые лодочки по берегам стоят. И, кстати, вот здесь даже рыбаки есть. Изначально мы не планировали делать здесь остановку и даже не знали, что здесь была плотина. Когда готовились к ролику, никакой информации по этой гидроэлектростанции не было. Но сначала нам сказали о ней местные жители, а потом мы и сами увидели с воды. Решили все же остановиться и посмотреть. Мы бы и не прошли с той стороны, хотя сначала хотели с той стороны острова пройти. А вон, кстати, здание ГЭС виднеется. Да. Можно туда сходить. Только нам нужно причалить, найти место. Может быть, нам около этих рыбаков причалить? Да, я думаю, можно. Местный рыбак рассказал нам, что это остатки плотины ГЭС, и что саму плотину уже давно размыло. Но основное здание ГЭС пока еще стоит. Мы сейчас вышли на берег и увидели ГЭС. Спросили у рыбака, оказывается, это около села Нароватово. Есть Нароватовская ГЭС, точнее она была. Она была в 60-е годы, очень недолго прослужила, буквально 2 года, и потом просто стояла. Смотри, там наверху, наверное, был год постройки. Да, ну примерно 60-е годы. Но уже ничего не осталось. Как сказал нам рыбак, все вынесли на металлолом. Местное художество здесь тоже. Осторожно. Здесь можно провалиться. И получается, на этой ГЭС тоже был шлюз, как нам рассказал рыбак. Но, естественно, он не дожил до наших времен. Естественно. А вот здесь стояли, видимо, сами турбины и генераторы. Вода проходила и вращала их. После запуска каскада Волжских ГЭС эту станцию закрыли как нерентабельную, а местные колхозы были подключены к единой энергосистеме. Постепенно станция пришла в упадок, и вот такой мы ее можем наблюдать сейчас. И как нам рассказал рыбак, русло раньше реки Мокши было другое, то есть оно проходило прямо здесь, под ГЭС. Но когда все размыло и сами бетонные плиты все смыло, то русло поменялось и стало протекать левее. Идем к лодке, и здесь такая импровизированная палатка. Наверное, рыбаки от дождя там прячутся. Так вот. Рыбацкий домик. Да. И вот наша ласточка. Кстати, нас спрашивали,
как мы оставляем лодку с вещами. Вот как мы сейчас оставляли. Но сейчас мы познакомились с рыбаком, вот он дальше отошел. И мы просто попросили присмотреть за нашей лодкой. На что он сказал, что как бы никто вашу лодку не тронет, но мы так все равно. Теперь мы отправляемся дальше. Кстати, участок Мокши длиной в 156 километров от села Нароватово до впадения в Аку считается судоходным и входит в перечень водных путей. Но, естественно, никакого судоходства на данный момент здесь нет. Но позже мы все же встретим одно судно. Ребята, смотрите, что мы встретили. Бухлоход. Мы очень долго смеялись. Смотри, там даже год 2023, год постройки бухлохода. То есть в этом году они построили. Да, смотри, 20-литровые бутылки. На них сделан весь плот из поддонов. Из поддонов и из бутылок. Вот так вот. А мы все смеемся. Бухлоход. А вот и настоящий бухлоход. Вот и настоящий, да. Время уже 4 часа дня, и мы решили встать на небольшой перекус. Чай и, возможно, что-нибудь поедим. Сашечка полез смотреть. Мы решили остановиться в таком лесу. Сейчас я приготовлю, что с собой взять, и потащим наверх. Давай веревку. Сейчас завяжем лодку, чтобы она у нас куда-нибудь не уплыла. Потому что тогда нам придется очень долго бежать по берегу и догонять ее. Потому что течение очень сильное. Но не как на Суре. Ну, не как на Суре, да. Так, тогда замотаешь там, да? Чем бы мы ни питались, мы все равно плохо питаемся. Так нам напишут на Ютубе. Не, ну это, конечно, не очень хорошо, и мы никому это не рекомендуем. Но иногда в походе БПшки, за них можно душу продать. Ну да, дома мы их не едим, конечно. У тебя такой силуэт. Ну как тебе место? С таким видом будем обедать. Красота. Так, что у нас здесь творится? Доширак, Полный беспредел. сухарики, чипсы, вкусняшки. Я уже предчувствую комментарий. Чем вы питаетесь? Мы питаемся очень вкусно. Так мы дома не питаемся. Правда, есть единственный минус этого места. Здесь очень много комаров. Поэтому мы сделаем так. Все. Все, мы перекусили и теперь решили сходить в лес, найти грибочки, поискать. Может быть, найдем пару-тройку, чтобы нам или суп сварить, или пожарить, потому что мы взяли с собой картошку. Один есть. Чего, нашел, что ли? Да. Ух ты, красавцы. Подосиновик. Вот маленький, да, подосиновик? Нет, это не подосиновик. Ой. Вон маленький подосиновик. А вот маленький подосиновик. 2. Что, А поищем вот там еще? что под вон теми листьями. Сыроежка. Сыроежка, да. Ну, пойдем еще посмотрим, если найдем еще, то эти возьмем. Вот он такой. Прячется. Возьмем. Ну вот, в итоге мы забрали 3 грибочка, дальше не пошли уже. И на суп нам этого хватит, да? Вполне на отличный суп хватит. А это у нас
Сыроежечка, да? Ух ты, это огромный, смотри. А вот смотри, еще и Ух ты. это белые, кстати. Твои любимые грибы, Даш. Классно, какие красивые. Да, вообще прям отличные. И побольше. Ну, вообще у нас суп-то будет шикарный просто. Да, у нас, по идее, еще будет картошка. Отличный. Давай. Еще гриб нашли. Беленький. О, какая ножка у него. Ух ты, ну он уже, видимо, половинку съеденный. Но он не червивый, он съеденный Да. этими слизняками. Да, он очень белый, смотри. Но его можно взять. Мы его обрежем. Классно. Это все съеденное. И нормально все будет. А это, кстати, волчья ягода. Их есть нельзя. Хорошо. Какие красивые. И вот еще. И вот еще. Это точно не лживые? Точно, точно. 100% даже. Поверь человеку, который 10 лет в деревне прожил. Так вот их сколько, смотри. Да у нас вообще и суп из ореха. Какие тут БПшки. У нас сегодня, Ой, это 4 вместе было. у нас сегодня шикарный будет. Вот наши дары от леса. Много белых и подосиновики. Подумаем, что вечером сегодня будем делать. Скорее всего, зажарим и грибной супчик. Солнце начинает клониться к закату, и нам уже нужно посматривать на потенциальные места для ночевок. Неплохо бы устроиться на острове, но их на Мокше совсем немного. Ну а пока мы ищем место для ночлега, предлагаем вам полюбоваться берегами этой прекрасной реки. В вечернем свете солнца она особенно красива. Мы нашли место для ночевки. Вот такое небольшое. Здесь мы поставим палаточку. Там костер. И Сашечка пошел за лодкой. Сейчас ее будем парковать прямо вот сюда. Так как мы остановились на таком небольшом пригорке, Сашечка делает нам лестницу. Вот такая у нас саперская лопатка. Заказали тоже на Вайлдберрисе. И вот таким образом Сашечка делает ступени, чтобы удобно было ходить. И вот такая лесенка получилась. Раз, два, три, 4, 5, 6. Теперь удобно к лодке идти. А пока я вырубаю место для палатки, предлагаю вам подписаться на наши социальные сети Telegram и во ВКонтакте. Там мы всегда на связи. Ссылки в описании под видео. Мы разложили палатку, солнце уже практически зашло, и пора бы приготовить ужин. Итак, у нас кулинарная минутка от Дашечки. Сейчас мы будем готовить грибной суп. И не только. Ну да, у нас уже солнце село, поэтому надо
готовить ужин. Как помните, у нас есть грибы, я уже их начистила и намыла. Первое, что нам надо, это налить воду. Второе, нарезаем грибы для супа. А пока я нарезаю грибочки, Сашечка сейчас посолит воду. Так, все рисунки, где кофе. Наверное, это здесь. Я думаю, так будет достаточно. Отлично. Это уже практически суп. Вода с солью. Грибы мы нарезали и отправляем их в воду. Немножечко отправили помимо воды тоже. Ну, со всеми надо делиться. А, кстати, другие грибы я буду жарить на нашей сковородочке. И какой суп без картошки мы с собой взяли? Кстати, а лук у нас будет? Ты хочешь? Да. Тогда нам на уху не хватит, если будет. Ну какой суп без лука? Любой. А у нас еще нет рыбы для ухи. Но, в принципе, в Кадуме, если что, можно будет купить лук. Ну давай, сейчас возьму. Тогда подай мне из зеленого пакета. Уже немножко поварились наши грибочки. Отправляем картошку и лучок. Знаете, как вкусно пахнет? Кстати, это первый раз, когда мы готовим грибной суп в путешествии. Ну, хоть чуть-чуть там лук есть? Да. Отлично. Сашке самое главное – это лук в любом супе. А мне в любом супе главное… Отсутствие лука. Да. Вот так вот. Так и живем. Что-то тащу. Тащишь? Ну давай кажется, смотреть. Что-то есть там. Ага, Опять малявка. опять. Ой, какая хорошенькая. Маленькая, глаза синие. Ну, слушай, если мы завтра захотим рыбного супа, Да, у нас однозначно то будет. таких малявок мы можем наловить. В принципе. Как нам написал Дмитрий Железнов в Телеграме, Мокша – это рыбная река. Да. Пусть рыба и небольшая, но она хотя бы есть. Да, это уже радует. А то обычно мы ее редко видим. Видишь? Ага. Не быстро. Все. Варится. Ух ты, Сашечка закинул как далеко. Практически на другой берег. Я что-то перебарщил слегка. Может быть, сейчас большой лещ будет. Наш супчик готов. Теперь будем пробовать. Я гущу не очень люблю, поэтому в основном все Сашечки. Кстати, мы уже разложили костер позади меня. Я как в Азии пью из тарелки. Да, бульон вкусный прям. Чисто белые грибы. И даже ничего лишнего не надо. Достаточно просто грибов и немного картошки. Ну что, получилось грибы пожарить? Ну, бывает. Что там? Ну, просто у нас нет масла, поэтому… Все сгорело, да? Да. Да уж. Что-то не очень аппетитно выглядит. Ладно, рыбки съедят. Будем надеяться, что они любят грибы. Горяченькой перед сном. Сегодня, кстати, ночью плюс 15. И по традиции перед сном мы пьем кофе или чай. А потом можно и в кроватку. Наступило утро,
И наконец-то появилось время спокойно порыбачить. Пока Даша спит, я не спеша закинул донки, разглядывая утреннюю реку, наслаждался ее безмолвием и красотой. Сегодня утром рыба не так охотно клевала на донки, как вчера вечером, поэтому я решил взять спиннинг и отправился рыбачить с лодки. Утренняя рыбалка дала свои плоды. Вот такой судачок попался. Вчера, значит, подлещиков наловили, а сегодня судак. Ну, что я могу сказать? То, что Мокша пока радует с рыбалкой. Пока Дашечка спит, я тут буквально час всего покидал, и вот результат. Жалко, только поклевку не удалось заснять. Я даже не понял, как он клюнул. Просто смотрю, что-то висит. Думаю, ничего себе. Думаю, отпустить его. Все равно сейчас готовить вряд ли рыбу будем. Да и не такой уж он съедобный по размеру. Поэтому пускай живет. А у нас продолжается утро. Температура плюс 23 градуса. Немного пасмурно. Но в целом погода отличная. Сейчас у нас будет завтрак. Всем привет! Я уже маленечко успела позагорать. Правда, солнце что-то ушло за облака. Да, только что было солнечно, сейчас стало пасмурно. Дашечка уже почувствовала жару. Делаем кофеек. Я с утра порыбачил. Поймал судака. Леща сегодня не поймал. Ну, хотя поймал одного судачка, увидел рыбу, это уже хорошо. Кстати, у нас произошел небольшой конфуз. Да, кстати, мы остались без холодильника. Розетка сплавилась, то что когда ехали на машине, ее даже не до конца довключила, поэтому она перегрелась. Поэтому, возможно, в Кадаме, если есть какие-то запчасти или, может быть, какой-нибудь фикс-прайс, надо купить вот эту вот для прикуривателя саму розетку и собрать ее. Но сейчас пока напрямую подключим, просто к аккумулятору. Потому что у нас там напитки, сосиски. Если будет такая погода, то все испортится. Надо что-то делать, в общем. Поэтому будем как-то выходить из положения. Отходим от нашего места ночевки. Сашечка последний раз закидывает спиннинг. И сейчас поедем в Старый Кадам. Там нам сказали подписчики, что очень красивые старинные дома прямо на берегу стоят. Погуляем? Мы держим путь в село Старый Кадам. Почему старый? Об этом мы расскажем чуть позже, когда доберемся. Утром наши переходы всегда самые быстрые и самые интересные, ведь мы находимся в предвкушении приключений и ожидании, что сегодня встретим много нового и интересного. Но по пути нам встретился еще один объект, мимо которого мы не смогли пройти, не заглянув на него. А встретили мы самое большое самоходное судно на Мокше. Это плот размером 6 на 13 метров. Здесь есть все необходимое для отдыха и неспешного путешествия по реке. От дождя можно укрыться под большим навесом, на плоту есть электричество, а также установлен мотор. Конечно, есть и баня, как же без нее? Можно попариться, а потом нырнуть в прохладную речку. Эксплуатируемая крыша тоже присутствует, с нее можно наслаждаться видом на живописные берега Мокши. Этот плот курсирует по Мокше каждый сезон. Отличный вариант, чтобы собраться компанией и провести выходные. Зашли на этот прекрасный плот.
И теперь они отправляются дальше в путешествие. Они поднимаются до Тенгушева, откуда мы стартовали. Вот такой он большой. А мы пойдем в другую сторону. Продолжаем наш путь. Но прежде чем мы доберемся до села Старый Кадом, мы заглянем еще в один населенный пункт, который называется деревня Кожухово. Она находится как раз на границе Республики Мордовия и Рязанской области. А чем она интересна, вы скоро узнаете. Итак, мы пришвартовались к следующей точке. Это у нас деревня Кожухово. Кстати, у нас есть старая Лоция советская, и она начинается именно от этой деревни. Мы еще не знаем, что там наверху. Мы посмотрели по карте, там всего лишь один дом остался. Его даже будет интересно посмотреть, действительно ли он там остался. Я сейчас поднимусь на эту гору, и мы все увидим вместе с вами. Вперед! Берег здесь довольно крутой. И подняться на него непросто. А ведь где-то в советское время здесь должна была быть пристань. Мы не сразу нашли дорогу на поле. Она была немного в стороне от реки. Следы довольно свежие. Видимо, кто-то сюда недавно приезжал. Скорее всего, это либо кладоискатели, либо какие-нибудь сухопутные туристы. Итак, друзья, добрались мы до первого дома. Но от него уже мало что осталось. Там рухнула стена. Сзади я вижу. Заходить в такой дом крайне не рекомендуется, но из окна можно аккуратно поснимать. Здесь, видимо, бревна унесли. Русская водка. Закон о трудовых коллективах на предприятиях. Да, божья полка или красный угол, как его называют, остался. Окна, кстати, заколочены были, видимо. То есть какое-то время дом пытались сохранить от разграбления. Но все равно разграбили. Ну, тут особо и брать нечего было. Так, наверное. Бревна попилили, может. Кирпичи. Кухня. Кухонный диван. Занавесочки. Потолок тоже уже выперло вот этой доской. Здесь, видимо, перегородка была, скорее всего. Кухонная зона отделена. И просто за счет того, что дом просел, выперло просто доску. А вот вторая часть перегородки вон. Видишь, прибито это? 29 ноября, первая программа. Слушай, это, мне кажется, из 90-х еще. Английский язык. Если вам за наш сад, беседа о русской культуре. Нашел старые тетради. Сейчас посмотрим, что здесь писали. По анализу хозяйственной деятельности учащихся 3-4 группы Сасовского сельскохозяйственного техникума. Сасовского, наверное. Мы же его проезжали, кстати, с тобой. Интересная дата есть. Мне кажется, конец 80-х. Что-то такое. Цена 28 копеек. Я найду дату записи-ка даже. Вот, смотри. 10.09.73. То есть 10 сентября 73 года. То есть этой тетрадке 50 лет. Да, хорошо сохранилось. То есть получается, человек, который учился в техникуме, ему было лет 17. В 73 году он учился. То есть получается, он примерно 50
57-го года рождения где-то, 58-го. Знаешь, какие у тебя чувства возникают, когда ты вот смотришь вот это? Сожаление какое-то. Здесь больше никто не живет. Хотя вроде бы недавно, да, здесь кипела жизнь. Чиркова Надежда. Чиркова Надежда, если вы будете смотреть это видео, то мы побывали в вашем доме. Да, конечно, гости незваные, но я думаю, что никто не обидится, потому что здесь уже давно никого нет. Вот так, раскрыв брошенную 50 лет назад тетрадь, мы оживили историю этого места на берегу реки Мокши. А ведь в каждой стене звучит эхо прошлого, напоминая нам о необратимом уходе времени и красоте, что осталось в тени забытых улиц. Вот именно про эту лоцман мы вам говорили. Лоцманская карта реки Мокши. От устья Пятницкий Яр до села Кожухово. Как раз где мы были. Здесь условное обозначение есть, предисловие, пояснение и сама Лоция. Это конечная, то есть река Ака. Вот Мокша впадает в реку Аку. Кстати, здесь будет остров, на котором мы записывали видео, и оно есть на ютубе, можете посмотреть. А мы сейчас отправляемся в самое начало. Село Кожухово, сейчас мы на 132 километре. Двигаемся дальше, теперь уже по судоходному в советское время участку реки, на которой даже была написана Лоция. Сейчас уже ничего не напоминает об этом. Не осталось ни одного берегового знака, ни остатков пристаней, все поглотила природа и время. Но кое-что все-таки осталось, фотографии тех времен. И глядя на них, трудно представить, что все это действительно было здесь совсем недавно. А вот мы и устье реки Ермиш. Кстати, вон там вдалеке Пугалова деревня, а дальше будет Старый Кадом. Даже виднеются уже дома. Село стоит на очень высокой горе, и нам нужно на нее подняться. А какой здесь шикарный вид на Мокшу! Ну там явно закрыт. И, наверное, лодка это вот этих жителей. В общем, поднялись мы. А здесь вот такая калитка. И это чей-то уже участок, огород. Никого не видно. Ломиться мы не стали. Немного поели вишни и малины. И сейчас уйдем. Кажется, мы нашли другой путь вдоль этого огорода и вдоль Мокши. Кстати, Старый Кадом. Почему он старый, да? Насколько мы читали, то что как раз вот где современный Кадом находится, его перенесли из-за того, что здесь затопляло очень часто. Дом на берегу реки, голоса птиц, запах свежескошенной травы. Что может быть лучше для спокойного отдыха? Мы не можем задерживаться здесь долго и отправляемся дальше, оставляя за спиной этот уютный уголок, наполненный спокойствием и красотой природы. Мы с вами дошли до Кадома. Самое начало Кадома, здесь пилорамы, по-моему, судя по картам. И там вот берег укрепляют, чтобы не размывало. Потому что видно, что забор стоит уже прям на краю обрыва.
Здесь, кстати, очень большая яма. Вот глубина, я смотрю, по эхолоту 10 метров. Ну вот мы и дошли до Нового Кадама. Теперь этот поселок находится здесь, и он является административным центром Кадамского района. Население чуть больше 5000 человек. А вот и мост, кстати. Раньше он выглядел так. А еще здесь было много судов, и на реке кипела жизнь. И еще несколько фактов о Кадаме. В смутное время был захвачен польскими интервентами. Кадам известен своей кружевной вышивкой. Петр I привез в Кадамский монастырь венецианских кружевниц, которые обучили мастерству местных монахинь. Кадам стоит на больших песчаных холмах, их здесь несколько, и у всех есть свои названия. Но несмотря на то, что поселок переехал на новое место, здесь все равно часто бывают большие паводки. Последний был в 2012 году, да такой, что затопил центральную площадь поселка. А еще большой паводок был в 1963 году. Тогда уровень воды в Мокше поднимался на 8 метров от нулевой отметки. У нас даже была идея посетить местный музей, но сегодня воскресенье, да и наша лодка под присмотром ненадолго, так что назад. И около Кадама решили перекусить. В Пятерочке купили булочки, а я ем вот такой бутербродик с сыром. Кофе, вот плиточку здесь разложили. И перечитываю наши записи. Думаем, где будем оставаться на ночь. Кстати, я в обед мечтал кашу сварить гречневую с тушенкой. Но в очередной раз я понял, что это невозможно. Какой-то долгий обед делать. У нас на это просто не хватает времени физически. Отходим от поселка Кадам и дальше в путь. Немного о самой реке. Свое начало Мокшев берет в Пензенской области. Протекает через Республику Мордовию, Рязанскую область, затем впадает в Аку. Длина Мокши 656 километров. В Мокше обитает много различных видов рыб и очень чистая вода. Мокша, как в царские времена, так и в советское время, активно использовалась для судоходства. Было построено несколько гидроузлов. На одном мы с вами уже побывали, в селе Нароватово. Впереди нас ждет еще один гидроузел, где даже сохранился шлюзовой канал, но об этом чуть позже. Здесь, на этом мосту, можно увидеть остатки от судоходного прошлого, проржавевший знак, указывающий пролет моста для прохождения судов. А мы тем временем перемещаемся на следующую локацию. Мы сейчас находимся в таком месте, где начинали строительство моста через Мокшу, но в итоге так его и не достроили, и вот что от него осталось. Несколько опор торчат из воды, и они уже так сильно покосились, за них зацепляются коряги. И, видимо, еще часть опор под водой. Их не видно, но тоже какие-то остатки, потому что здесь все бурлит. Видно, что на дне точно что-то есть. И здесь вот я стою, такой уступ выходит в воду, он как бы торчит вот. Здесь, видимо, сама дорога должна была быть. Но по какой-то причине так мост и не достроили. Мы здесь прошли очень тихо и аккуратно, боясь повредить винт. А вот этот рыбак явно знает, в какой пролет недостроенного моста нужно проходить. Кажется, он нас заметил. Потихоньку отплываем от села Шивали-Майданы, и нам уже пора искать место для ночлега. Сегодня нам снова повезло, и чуть ниже по течению мы нашли отличный остров. Добыли дров на другом берегу и, не торопясь, разбиваем лагерь.
На ужин наконец-то получилось приготовить любимую гречневую кашу с тушенкой. Пожелайте нам приятного аппетита! Под безмятежное потрескивание костерка мы прощаемся с вами до следующего дня. Не забудьте поставить лайк нашему костру.